Драгоценные камни – это то, что привлекало туристов и коллекционеров со всего мира в этот город. Мы с вами в Идер-Оберштайне. Мы провели 2 дня в этом красивом городке и с нашими друзьями исследовали его вдоль и поперек. Мы посетили, думаю, все самые основные достопримечательности, исследуя глубокие пещеры, в недрах которых миллионы лет назад зародилось то, что сейчас заставляет трепетать многих из многих. Это драгоценные камни. Поднимались на высокие холмы, любуясь городом с высоты птичьего полета, смаковали местными специалитетами и познавали искусство обработки драгоценных камней. А церковь, врезанная в скалу, притягивает взгляд как магнит. Здесь не только о драгоценных камнях. Сам город похож на большую драгоценность, переливающуюся в лучах света и показывая свою многогранность. Это Идер-Оберштайн в Райнланд-Пфальце. Давайте начинать. Идер-Оберштайн – маленький городок с населением почти 30 тысяч в сердце земли Райнланд-Пфальц. Расположен на реках Идер и Нае. В городе много районов, которые по ходу истории развивались самостоятельно и индивидуально. Известен же город прежде всего благодаря ценным камням, которые здесь добывают и обрабатывают. Это одна из причин, почему сюда приезжает так много туристов со всего мира. Good morning, sir. How are you? Здравствуйте, сэр. Как у вас дела? Спасибо. Хорошо. А у вас? Отлично. Здесь всего 150 ступенек, но так как вас 4, ступенек будет 600. Далее есть возможность подняться еще на 200 ступенек выше крепости. Nochmal 200 Stufen zu genießen zur Burg Bosselstein. Туда мы сходили вдвоем, так что в итоге преодолели не 600, а 300 ступенек. Такой немецкий юмор. В XI веке Идер-Оберштайн – это было очень маленькое поселение. Оно было окружено крепостной стеной, как это всегда происходило для защиты. И вот эта башня – это единственная башня в городе, которая сохранилась до наших времен от этой крепостной стены. И эта башня также служила тюрьмой. И здесь закрывали и держали воров и бандитов. Самый старый сохранившийся дом в городе – это вот этот фахверковый домик рядом со смотровой башней. Сейчас там гостевой дом и ресторан, в который мы еще заглянем. Дом имеет таинственное название – у старого Гота. Не хотел бы я встретиться с этим готом. Первое упоминание об этом доме было в 1392 году. Мы видим на фасаде другую дату, на 28 лет позже. Изначально был определен именно этот год постройки, но дендрохронологическое исследование позволило установить год постройки именно 1392. Этот дом даже старее, чем дома-мосты в Бад Кройцнахе. Фильм смотрим по ссылке. По преданию, первый правитель Оберштайна проживал в замке вон там на холме. Тогда это был большой замковый комплекс. Он существовал до 16 века. Правители Оберштайна жили там, а тут внизу основали другой городской район. Изначально город жил за счет сельского хозяйства, и так было до 15 века, пока здесь, в регионе, не обнаружили драгоценные камни и не стали их добывать и обрабатывать. И при обработке использовали силу воды и вот такие водяные мельницы, которые приводили в движение камни из песчаника весом до 3 тонн. Нифига себе! Музей минералов – один из знаковых музеев города. Но мы считаем, что там есть еще более интересное место – Национальный музей драгоценных камней, в котором лежит бриллиант на 530 карат, это 106 грамм, редкие русские александриты и многие другие камушки, но об этом чуть позже. А пока узнаем, чем же занимаются мигранты в Германии.
Lorenzo, come stai? А рядом с рыночной площадью стоит вот такой продавец мороженого. И как вы думаете, какой он был национальности? Может быть, монгол или узбек? Да нет, конечно же, он был итальянцем, Бетто Лоренцо. И он был первым производителем мороженого здесь, в городе. И поэтому его увековечили здесь, на площади. Ну, выбор мороженого у него, конечно, был. Но, конечно, не такой, который мы имеем сейчас. В самом центре рыночной площади есть фонтан, на котором видим барельефы, изображающие процесс обработки камней, от сортировки, огранки до превращения их в драгоценности. И здесь мы видим, как девушка примеряет готовое колье из драгоценных камней. Даже есть настоящий драгоценный камень. Это горный хрусталь, который вот этот мальчик держит в руке. И его пока еще никто не забрал. Трудно поверить, смотря на эту четырехполосную дорогу, что это русло реки. Потому что под дорогой построен туннель, по которому течет река Нае. В Валенсии вообще русло реки вынесли за черту города, а здесь ее упаковали в бетон. Этот проект был спроектирован в 60-х, а вот на 1986-м его смогли реализовать. И с тех пор это главная городская магистраль, соединяющая Рейнланд-Пфальц с землей Саарланд, в которой я учился. Вот эта карта показывает, как протекает река. То есть, как она вот здесь входит и там выходит, а здесь все покрыто. То есть, была большая реконструктивная работа, и реку просто покрыли бетонным покрытием. И здесь проходит дорога по реке. Все больше и больше узнаешь о немецкой инженерии. То водный мост построят, по которому плавают корабли, то дома-мосты, то вот реку упаковали просто в бетонный туннель. Эта площадь называется площадь на Идере. И это нужно понимать буквально, да, потому что фактически под этой площадью протекает река. В рамках большой реконструкции в городе в 70-х годов реку пустили в туннели под рекой, и над рекой построили дорогу. И раньше здесь была большая парковка, и она была гораздо ниже уровнем, и сейчас ее просто подняли метров на 5-6 наверх. Как видим, сейчас здесь нет парковки, здесь магазинчики, но в рамках реконструкции был такой факт, что ее просто подняли. Вот на этом стенде мы как раз видим, как город выглядел тогда, и как это выглядит сейчас здесь. Здесь как раз мы видим вот эту парковку, которая была уровнем ниже, и которую подняли на 5-6 метров. Обязательно поднимитесь на один из холмов, чтобы полюбоваться на город сверху и понять, какие уникальные ландшафты окружают это место. И, может быть, наметить цель для следующего посещения. Нашей следующей целью стала церковь, врезанная прямо в скалу. Вот мы стоим у этого сокровища, у церкви в скале, у главного и единственного входа сейчас. Этот туннель построили специально в целях безопасности, потому что вот сверху падали камни и, вероятно, на кого-то упало. Поэтому это сейчас единственный вход в эту церковь. Как гласит легенда, она была построена как искупление за убийство. Два брата влюбились в даму из замка, и один из них обручился с ней. Когда об этом узнал другой брат, в порыве ревности он вытолкнул брата из окна замка на холме. И на том месте, где умер один из братьев, из-за чувства вины оставшийся брат построил эту церковь своими руками. Так гласит легенда. Но на самом деле более вероятно, что эта церковь была первым зданием здесь, в Оберштайне, так как фундаментальная стена церкви имеет ширину 1,5 метра, что свидетельствует о том, что на этом месте когда-то была часть замкового комплекса. Ну а с балкончика церкви вам откроется город с новой перспективой, достойной восхищения. Это место просто необходимо посетить, если вы сюда приехали. Это все равно, что приехать в Париж и не прогуляться по Елисейским полям и не попробовать фуагру.
Оберштайн очень узкая застройка. То есть дома стоят очень близко друг к другу. А все это потому, что вот здесь одна скала, другая скала, и расстояние между ними небольшое, и очень мало места для строительства. И все вот эти домики соединены многочисленными лестницами, по которым ходят люди и носят все, что им нужно для дома. А вы представьте, если кто-то переезжает, ну или просто кто-то купил новый диван. К счастью, мы не собирались покупать диван, а вместо этого спустились к реке. А если захотите отдохнуть от городской суеты, обязательно приезжайте на реку Нае. Здесь такая идиллия, такая тишина, птички поют. И все-таки к Старому году пришлось идти, потому что там, в старом доме, в ресторане подают, наверное, самое вкусное блюдо в регионе. Это шпицбратен или оберштайнское жаркое. Нам его готовили на таком крутящемся круглом гриле, но также можно на шампурах, да хоть на углях. Есть 100 способов готовки шпицбратен, как гласит рецепт. Нам разрешили поснимать ресторан и процесс приготовления блюда на кухне, за что огромное спасибо хозяйке. Земля Рейнланд-Пфальц граничит с землей Саарланд, и когда мы смотрели, как готовят блюда, я понял, что люди из этого региона, мягко говоря, недолюбливают саарландцев. И также, наверное, наоборот. Вот как это выяснилось. Когда я увидел этот крутящийся гриль, я тихо сказал повару, что это выглядит как в Саарланде. Ведь я там учился и хорошо знаю. Этот гриль и человек, который жарит мясо, у них там называют швенкер. И я сам много раз был таким швенкером. Но сказать это повару было фатальной ошибкой. Ему такое сравнение не понравилось, и реагируя, он пробурчал что-то мягко оскорбительное по отношению к жителям Саарланда. И тут-то я понял, что совершил самое страшное, сравнивая два региона. И мне даже пришлось извиниться. Но при этом было смешно слушать бурчание этого повара. Im Saarland, В Саарланде тоже есть швенкер. Боже мой, не оскорбляйте меня. Извините, я не хотел. Эти саарландцы. Шпицбратен – удовольствие очень вкусное, но не дешевое. По 38 евро пришлось выложить за порцию. Спасибо нашим друзьям за приглашение, не дали умереть с голоду. А на сайте ресторана даже есть рецепты этого блюда на русском. Так что пользуйтесь и экономьте, готовя эту вкуснятину у себя дома. А сейчас перейдем непосредственно к теме драгоценных камней. Регион богат ими, и именно они являются для города золотой жилой. Для осуществления торговли со всем миром в 1973 году была организована биржа алмазов и драгоценных камней. Но уже около 500 лет до этого здесь уже занимались их обработкой. И самые красивые и ценные экспонаты мы посмотрим в Национальном музее. Национальный музей драгоценных камней находится в вилле эпохи Вильгельма. И здесь внутри находится 10 тысяч экспонатов. Здесь мы, наверное, останемся ночевать. На 80% музей состоит из экспонатов, взятых в аренду. Здесь представлены, как я уже обозначил, самые прекрасные объекты, которые были обработаны здесь в разные периоды времени. Музей работает уже более 150 лет, но в этом здании экспонаты живут с 1996 года. Здесь в музее хранятся экспонаты, имеющие мировое значение, и все они шлифовались и обрабатывались в Видер-Оберштайне. Друзья, вот этот камушек красный, из драгоценного камня, красная яшма, был изготовлен изначально из такой куска скалы или большого камня весом 800 килограмм, здесь все написано, и после обработки
вот этот шарик стал весить 224 килограмма. То есть столько сняли просто, так сказать, ненужного, да, во время работы. И мастеру понадобилось 800 часов, чтобы изготовить такую красоту. В этом месте мы познакомимся с вами с тем, как обрабатывают камни. И здесь, позади меня, находится один из старых сохранившихся шлифовальных цехов. Начиная с 15 века, здесь при помощи гидроэнергетики обрабатывались местные драгоценные камни. Зайдя внутрь, оказываешься в другой вселенной, подчиненной каким-то своим правилам. Там станки для резьбы по камню, большие шлифовальные колеса из песчаника, которые, кстати, весят до 3 тонн. Там познакомят с тонкостями шлифовального дела и покажут главный принцип работы. Все вокруг крутится, вертится и поскрипывает. Главное, что не затянуло. А вообще очень круто, интересно и самобытно. Я в восторге. Вот это одна из водяных мельниц, при помощи которой обрабатывали камни. Их было всего 138 штук, и были они расположены в разных частях города, на ручье и на реке. Рядом здесь цех, в котором обрабатывали эти камни. Но к 20 веку таких мельниц осталось очень мало, и это чуть ли не единственное место, где можно воочию посмотреть, как в то время обрабатывали камни. А для детей до 8 лет есть песочница с драгоценными камнями. Это просто что-то. Ищи и забирай с собой. Впрочем, в другой части города и для взрослых есть большая песочница, где за 3,5 евро входной билет можно поискать драгоценные камни. Все, что нашел, забирай с собой. У нас, к сожалению, не было времени на это, но я бы с удовольствием бы взял мотыгу и побороздил бы землю. Так как мы находимся в святая святых, нам захотелось еще больше разобраться в камнях, и за этим мы отправились к коллекционерам, которые поделились с нами интересной информацией. Идер Оберштайн стал известным главным образом благодаря камню турмалин. Здесь в городе условия для обработки камней были идеальными, и таким образом сюда привозили исходный материал, который в дальнейшем обрабатывался. Многие любят турмалин, потому что он не может быть выращен искусственным путем, как многие драгоценные камни, и алмазы в том числе. Вот так выглядит чистый параибский турмалин, добытый в 1980 году в Бразилии. Вот этот камушек стоит около 30 тысяч евро. А вот эта фигурка сделана из гидрофильного агата из Идер Оберштайна. Необычная особенность этого камня заключается в том, что он способен менять цвет, если его поместить в воду. Это означает, что камень в какой-то степени имеет пористую структуру, способен впитывать воду и при этом изменять оттенок цвета. Стоит камню высохнуть, и он снова приобретает первоначальный цвет. А это уральский александрит, который обрабатывал известный русский мастер Дмитрий Саморуков. Главная особенность этого камня в том, что он меняет цвет на свету. Для меня это прям какой-то императорский камень. А этот экземпляр включает в себя агат, аметист и кальцит. Так же, как и вот этот яспис, был добыт здесь, в Идер Оберштайне. Владельцу салона огромное спасибо за гостеприимство. Охраняет все это богатство вот это маленькое ушастое чудо. Идер Оберштайн в контексте драгоценных камней настолько известен в мире, что людям, занимающимся камнями, было достаточно сказать, что они отсюда, и все двери тут же открывались. К сожалению, эти времена прошли. Сообщество разразнилось, индивидуализировалось. Многие не будут радоваться успеху другого, но система работает только тогда, когда каждый выполняет свою роль для достижения общей цели. Шлифовальщик будет никем,
если будет нечего шлифовать, а коллекционерам и покупателям будет нечего коллекционировать и покупать, если не будут поставляться исходные материалы для обработки. Но несмотря на спад, город все еще держит марку мировой столицы драг-камней. Представитель ювелирной компании Рейс Инаят Кхан, последователь своего отца, основавшего эту фирму, поделился с нами интересной информацией. Mein Vater hat diese Firma gegründet in 1967. Тогда они поставляли исходный материал для обработки. И в то время иностранцев, занятых в этой сфере, было не очень много. Они появились позже, после открытия биржи драгоценных камней. Речь о 1975 году. Со временем город приобрел имидж города, где работали самые лучшие шлифовальщики камней во всем мире. Можно сказать, что камни шлифуют на Шри-Ланке, в Пакистане, в целом в Азии. Но лучше всех это делают здесь, в Идер-Оберштайне. Aber mit Zeit zu Zeit, die Stadt hat sehr einen großen Namen in ganzer Welt, weil die haben einen Ruf von bester Steinschleifer in der Welt. Вот эти камни привезены из разных стран. Красные из Нигерии, а зеленые из Намибии. Это турмалин, имеющий топ-качество обработки. Почему я так много говорю о турмалине? Да потому что этот камень занимает особое место в нашем бизнесе. Этот камень имеет наиболее широкую палитру цветов. Вот здесь также камни в топовой обработке из Намибии и вот эти красные из Нигерии. Мы изготавливаем украшения на заказ, сотрудничая с ювелирами высокого уровня. Здесь один из редчайших камней – параиба, родом из Бразилии. Параиба – это редкий вид турмалина, который ценится за свой уникальный неоновый, голубой или сине-зеленый цвет. Стоимость таких камней в зависимости от обработки варьируется от 2 до 60 тысяч евро за карат. 2000 Euro bis zum 60.000 Euro ein Karat. Стоимость зависит от веса. Стоимость одного карата вот этого камня — 40 евро. За вот эти лучше обработанные придется выложить до 300 евро за карат. А сколько карат вот в этом камушке? Здесь 5 карат. Это классный подарок. Если хотите, могу вам один упаковать. Wenn Sie wollen, kann man einpacken. Так что, друзья, если кто-то из вас увлекается камнями, коллекционирует или просто интересуется, вы знаете, куда вам ехать. А пока вы собираетесь, пакуете чемоданы и планируете, мы спустимся в шахты, где миллионы лет назад в огне вулканической лавы зародились все эти драгоценности. Вход в пещеру с сокровищами, которая находится в горе Кауленберг. Здесь скрыто огромное количество драгоценных камней. Гора, в которой мы находимся, очень старая. Ей приблизительно 250 миллионов лет. Она возникла из вулкана. Но почему же Идер-Оберштайн стал меккой драгоценных камней? Давайте разбираться. В этом регионе сосредоточено много драгоценных камней, потому что миллионы лет назад здесь была вулканическая активность, и нескончаемые потоки лавы текли по горам. Именно в толщах лавы со временем образовались драгоценные камни. Изначально это были пузыри с газом, стремящиеся подняться на поверхность лавы. Но этого не происходило. Спустя 30 миллионов лет эти газовые пузырьки превратились в сверкающие драгоценные камни, и уже в Средневековье их начали добывать при помощи молотков и зубил. Чтобы продвинуться в пещере всего на 1 метр, работникам надобилось 1 год работы молотком. 1 год! Сейчас это трудно себе представить. Впечатляет, насколько большой этот рудник. Там можно идти 400 метров без остановки. Этот рудник по добыче драгоценных камней единственный во всей Европе, куда может прийти любой турист. Все дорожки в руднике приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Неважно, какая погода снаружи, дождь или снег, внутри рудника всегда 12 градусов. Если на улице дождь, жара или снег, приходите сюда, вы не пожалеете. Здесь даже есть подземное озеро, которому больше 3000 лет. Уникальным явлением внутри горы можно назвать вот это подземное озеро. Там в воде есть скалистый выступ, который местные работники называют ногой динозавра. Посмотрите сами. Вот ступня с пальцами, когти. Там на ступне также натыканы драгоценные камни. Не только для детей, но и для взрослых опуститься в этот рудник будет очень интересно. Экскурсия длится около часа. Потом при желании вы можете сами поискать камни на специальном месте. Камни можно забрать с собой. Вот здесь очень интересное место. Вот эти многочисленные образования в стене, это и есть драгоценные камни.
и по ним ученые могут определить, куда текла лава, ведь это все здесь имеет вулканическое происхождение, и именно вот в потоках лавы зародились вот эти ценные камни, и ученые установили, вот мы видим вот этот фрагмент, что именно от узкого места в широкое место текла лава, то есть она текла вот оттуда снизу наверх в этом направлении, и по ходу, вот как она текла, в этот момент там образовывались именно вот эти вот ценные кристаллы, ну, у них был свой процесс образования. Очень атмосферное место, очень интересно. Обязательно запланируйте туда сходить, если будете в Идр-Оберштайне. Из-под земли возвращаемся на поверхность, и взор наш направится на скалу над городом, на которой стоят руины замка Оберштайн. Он возвышается на крутом склоне с видом на долину. История началась 800 лет назад в соседнем замке Боссельштайн напротив, когда семья, проживавшая в этом замке, сблизилась с представителями Оберштайна. И впоследствии, до 1330 года, на холме напротив был построен вот этот замок, в котором в дальнейшем проживали правители. Впоследствии замок передавался по наследству другим графам. В войне за воссоединение замок был взят труппами Людовика XIV. В конце XVIII века регион захватили труппы Наполеона, и впоследствии замок был продан семье из Оберштайна на аукционе. В 1855 году в замке был большой пожар, большая часть замка выгорела. После того, как из замка в 1956 году выехал молодежный отель, замок продолжил разрушаться. А после того, как стена с восточной стороны просто отвалилась, жители города проявили активность и организовались в общество для защиты и восстановления замка. Благодаря большим затратам замок начали потихоньку восстанавливать. Сегодня это одна из визитных карточек города. Уже в конце XVIII века этот медный рудник считался самым масштабным в Германии, и сейчас он считается самым старым рудником во всем мире. Сегодня это место может посетить каждый желающий. Большая часть рудника доступна для людей с ограниченными возможностями, а кто не может посетить рудник сам, может это сделать виртуально, в 3D. Виртуальный медный рудник – вот это да! Все же не весь рудник – это безбарьерная среда. Внутри рудника нужно преодолеть 250 ступенек, осматривая подземные помещения. И именно поэтому было решено разработать виртуальное посещение рудника в 3D. Работа в этом месте выглядела таким образом. Изначально здесь не было никакой естественной пещеры. Все здесь это был громадный камень. И год за годом за счет работы людей здесь образовывались пещеры. Тогда все делалось вручную при помощи молотка и других инструментов. Таким образом, за день такой тяжелой работы горнорабочий на квадратные метры продвигался только на 2 или на 5 сантиметров максимально. Таким образом, в Средневековье было четкое правило, что одному человеку, чтобы продвинуться на 1 метр, нужен 1 год работы. Вот так представьте, сидишь и долбишь эту пещеру целый год. Вот это большое расширение в пещере считается самым большим пространством во всей Европе, освобожденным от камня при помощи рук и инструментов. Здесь настолько много места, что для сравнения сюда бы поместилась Порта Нигра, остатки римских ворот в Трире. Но для чего же предпринимались такие титанические усилия? Это добыча меди. Из меди делают электропроводку, трубы, кровельные материалы, а также используют в электронике, строительстве, искусстве и даже в медицине. То, что мы видим здесь, это медная руда. В основном ее добывали здесь. Там наверху мы видим зеленый цвет, это малахит. Здесь его добывали, потом его переплавляли,
и таким образом из него выделяли чистую медь. Меди в чистом виде в этом руднике нет. Мы видим макет работника, который тогда работал не на этом уровне, а приблизительно 60 метров глубже, хотя мы уже находимся очень глубоко. В то время там был вход и выход для горнорабочих. Там выносили руду из рудника при помощи собаки. Объясню. Собакой называли вагончик перед работником, и такое название объясняется тем, что когда тяжело нагруженный вагончик двигался, а колеса у него были деревянными, и двигали его по деревянным рельсам, он издавал скрипящие-хрипящие звуки, похожие на собаку. Поэтому это название и привязалось. Люди, работающие глубоко под землей, считались мистическими персонами. Почти все горнорабочие были очень маленькими, приблизительно как 7-летние дети. Кроме этого, они носили яркую одежду, что было в основном позволительно только аристократии. Горнорабочие имели много привилегий, потому что они работали на высшее сословие. Они могли одевать яркую одежду, красную, зеленую, синюю. Они могли одевать круглый капюшон. Это не что другое, как обычный капюшон, но он никак не защищал во время работы, и в него набивали солому. Из-за этого он приобретал форму. Сегодня есть выражение «ты соломенная голова», «душ трокопф», что означает «ты глупец». Вероятно, это выражение происходит отсюда. Еще горнорабочим было дозволено носить длинные бороды, и их из-за их роста сравнивали с гномами и называли защитниками горы. Вот представьте, маленькие, в разноцветной одежде, с длинными бородами, гномы. Вот так родилась легенда о гномах. Сегодня здесь больше не добывают медь, и подземные помещения предназначены для туристов и, представьте себе, для хранения сыра. Сыр здесь из соседнего городка, там его производят, а тут в прохладе он отлично хранится. Если вы хотите почувствовать эту таинственную мистическую атмосферу рудника, приезжайте сами и почувствуйте ее, как говорится, на своей шкуре. Фабрика по производству цепочек и бижутерии Якоб Бенгель была основана в 1873 году как фабрика по производству часовых цепочек. Однако в конце XIX века для местной ювелирной промышленности все большее значение приобретало производство бижутерии, поэтому ассортимент продукции был расширен. Все более широкое использование машин позволило снизить себестоимость производства и открыло доступ к большому рынку, который вскоре вышел за пределы Европы. Компания Якоб Бенгель приобрела международную известность благодаря своим изысканным линиям ювелирных изделий, таким как, например, украшения в стиле арт-деко. Производство на этом месте велось до 90-х годов. Постоянная экспозиция в промышленном памятнике Якоба Бенгеля представляет развитие ювелирной и металлообрабатывающей промышленности Идр-Оберштейна в XIX-XX веках. В общем, место достаточно атмосферное и тоже интересное для посещения. Сейчас ложка немножко с медом, но все же больше дегтя. Несмотря на индустрию драгоценных камней, добычу руды, локализованное производство, к 2000 годам город накопил большие долги. Но по иронии судьбы, благодаря тому, что в мире случилась пандемия, город смог раздать долги, так как здесь находится филиал фармацевтической компании BioNTech, производящей вакцину. Прибыли от продажи вакцины хватило на то, чтобы рассчитаться с долгами и вложить деньги в развитие школ и детских садов. Но пандемия закончилась, и прибыль компании тоже упала. Тем самым городу снова грозят долги, так как бюджет стал дефицитным. В 2025 году финансовое состояние города оценивается как сложное. Это связано также с закрытием филиала крупной фирмы Polytech, работающей отчасти для автоиндустрии. 250 квалифицированных сотрудников лишатся работы. Для города с населением около 30 тысяч человек это много. Связано это с отсутствием заказов и с нестабильной рыночной ситуацией. Ну а мы возвращаемся к темам мирским. И у меня есть еще один интересный факт про этот город.
А вот в этом прекрасном домике с номером 41 родился Брюс Уиллис. Он прожил здесь несколько лет, еще в детстве переехал в Америку и стал очень знаменитым. И после этого люди, которые узнали, что в этом доме родился Брюс Уиллис, они стали им гордиться, и сюда стали ходить толпы туристов. Брюс Уиллис переживает сейчас не лучшие времена. Это связано со здоровьем. Пожелаем ему всего хорошего. Друзья, в последнее время мы делали выпуски из маленьких средневековых городков, таких как Михельштадт, Идштайн или Бад Кройцнах. И сейчас мы снова в Средневековье и посмотрим, что это место может нам предложить. А предложить есть что. В городок Херштайн мы заглянули, так как у нас было пару свободных часов. И мы не пожалели. Стоя перед городскими воротами, чувствуешь себя, как будто находишься среди декораций какого-нибудь средневекового фильма. Перед городскими воротами можно зайти в старую пекарню и познакомиться с бытом того времени, как тогда пекли хлеб. Вот печка. А здесь складывали готовый хлеб. Здесь замешивали тесто. Рядом с пекарней обнаружите исторический музей, в котором очень много интересных вещей из разных времен. Вот орудие пыток из Средневековья. Вот ткацкий станок. Это старая сбруя и упряжка. Велосипед. Но на меня больше всего произвели впечатление вот эти канализационные трубы, сделанные из стволов деревьев. Их стягивали крепкими хомутами, и все это использовали в таком виде до конца XVIII века. Вход как в музей, так и в пекарню свободный. А сам городок – это рай Средневековья. Маленький, комфортный, с обилием фахверка и уютненьким кафе. Что еще нужно для спокойной и красивой жизни? Друзья, на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, это будет вашей лучшей благодарностью. А если вы хотите, чтобы мы представили ваш город так же, как это мы сделали сейчас, и если вы можете помочь с организацией съемки, пишите в комментариях, мы обязательно поможем. До новой встречи, пока-пока!
нашли находку деревьям больше 2000 лет. И они окаменели. Вот один, вот второй. Вот я на нем сижу. Это невероятно.